Всем здравствуйте! Хочу сегодня поговорить о наболевшем. Уже как-то я упоминал, недавно посмотрел ролик одного блогера, который приехал из Америки и, извините за грубое слово, обосрал Европу, в частности Италию и в частности Рим. То есть показал он какую-то богую квартиру, которую он снял по дешевке, и почему-то всем преподнес, что так все здесь живут. Показал, как всегда, все расписанные стены, которые, причем, наверное, расписывают их тоже такие же приезжие, которые очень хотят зачем-то это все обгадить. Напомню, я давно живу в Италии. Несмотря на все ее недостатки, мне здесь все-таки комфортно. Ну, живу я возле Рима, и скажу честно, я Рим люблю. Люблю за его архитектуру, за его историю. В общем-то, и не один я. Много туристов сюда едет, и, наверное, посмотреть не на расписные стены. Тот блогер живет в Америке тоже долго и тоже любит Америку, ну, то есть страну, в которой живет. И это же нормально, правильно? Каждый из нас живет в своей стране, в своем любимом или нелюбимом городе и имеет право относиться к этому по-своему. Но вот чего я не понимаю, зачем обгаживать другие страны, других людей, другую жизнь? Ведь в любой точке мира ты можешь быть и успешным, и несчастным. Счастливые люди – это те, кто умеет воспринимать сегодняшний день таким, какой он есть. Быть благодарным хотя бы за то, что ты проснулся, что можешь дышать, ходить, думать, управлять своей жизнью. Но многие из нас зациклены на жизни других – соседа, начальника, друга, даже его семьи. И что интересно, многим спокойнее, если у кого-то хуже. Задумайтесь. Тебе приходит друг вроде поддержать, а на самом деле это порадоваться. Да, жаль его, но слава богу, у меня все нормально. Я уже не молодой человек и знаю, что говорю. Большинство людей, сами того не замечая, поднимают себя, опуская других. Но потом им этого становится мало, и они начинают обгаживать, обсирать целые страны. Так, мол, я покажу, что сделал правильный выбор. То есть, я же живу в лучшей стране, чем вы. Америка – это почти эталон успеха. Да, там все по правилам, все работает, везде порядок, хорошие деньги. Мы любим сравнивать, где зарплаты выше, где медицина лучше, где налоги меньше. Но самое интересное, ни один из этих блогеров не живет в идеальном месте. Потому что счастье – это не страна. Можно жить на Манхэттене и чувствовать себя выжатым, а можно в итальянской деревне пить кофе за 1 евро и улыбаться каждому дню. Америка, да, это энергия, это постоянное напряжение. Огромная машина, где все крутится, работает, движется. Люди бегут, строят, зарабатывают, инвестируют. Каждый день как гонка. Кто больше заработает, кто успеет, кто не отстанет. Да, там можно подняться, можно с нуля построить карьеру, открыть бизнес. Но цена – постоянная спешка и тревога. Многие люди работают по 10-12 часов в день, живут от зарплаты до зарплаты, потому что система держит тебя в тонусе. Не расслабляйся, не старей, не тормози. Вы не можете просто остановиться там. Даже в отпуске проверяешь почту и звонишь по работе. Америка – страна возможностей, но и страна усталости. Ты вроде бы успешен, но внутри пусто. Миллионы людей принимают антидепрессанты, потому что не справляются с тем ритмом, который сами себе задали. Может, поэтому в Америке так много бездомных. Они просто вышли из этой гонки. Им нечего терять, и государство кормит их вашими налогами. А Италия – это страна красоты и хаоса. Здесь все по-другому, время течет медленно. Люди могут час сидеть за чашкой кофе и обсуждать все, кроме работы. И в этом кайф. Здесь ты живешь не чтобы успеть, а чтобы почувствовать, услышать, как поют птицы, понюхать базилик на балконе, посмотреть, как солнце садится за холмами. Конечно, бюрократия способна свести с ума. Чтобы оформить одну бумажку, нужно 3 печати, 2 подписи и терпение святого. Но итальянцы не ломаются, они улыбаются. Они просто говорят «домани», «завтра». И мир не рушится. Америка – это логика. Италия – это эмоция.
Америка живет по принципу прибыль, результат, эффективность. А здесь все строится на вкусе, запахе, ощущении. Для американца узкая итальянская улица – дискомфорт, а для итальянца уют и история. Рим не гонится за небоскребами, хранит память веков. В 2025 году Рим посетило около 35 миллионов туристов. Их тянет сюда именно за этим, за духом, за красотой, за человечностью. За последний год в Рим вложили миллиарды евро. Реставрации, фасады, памятники. Город расцвел, его невозможно сделать новым. Да это и не нужно. Но потом ты включаешь YouTube, и какой-то блогер приезжает и говорит: фу, Италия, все плохо. И ты понимаешь, насколько важно фильтровать негатив. Потому что один человек может заразить миллионы своим настроением, а негатив сегодня распространяется быстрее, чем любая пандемия. На своем канале я хочу, чтобы люди набирались позитива, я сам с этим борюсь. Хочу, чтобы зрители видели реальную жизнь, жизнь простого иммигранта, который просто любит то, что имеет. Мои подписчики – это не цифры, это не роботы какие-то, чем больше, тем лучше. Это единомышленники, это люди, с которыми можно говорить честно. Я делюсь опытом, советами, строительством, а вы своими мыслями и теплом. И именно в этом и есть смысл моего канала – создать общество позитивных, думающих людей. И напоследок я не говорю, что Америка плохая. Это великая страна с огромными возможностями. Но Италия – это дыхание. Здесь живешь медленнее, но глубже. Меньше зарабатываешь, но больше чувствуешь. И может именно в этом смысл жизни. Не в том, чтобы успеть, а в том, чтобы жить с удовольствием. Где жить лучше, в Америке или в Италии? Ответ у каждого свой. Если тебе нужно движение, драйв, результат, Америка, да, твоя. Если тебе нужно спокойствие, вкус и контакт с собой, это Италия. И за это я ее, да, люблю. А идеально было бы взять лучшее из обеих. От Америки энергию и практичность, а от Италии радость и умение чувствовать жизнь. Жить нужно там, где ты можешь быть собой. Где утром пахнет кофе, а вечером спокойно. Где ты не сравниваешь себя с другими, а просто благодарен за то, что у тебя есть. Если у тебя есть дом, семья, работа и возможность улыбнуться новому дню, возможно, искать идеальное место уже и не нужно. Оно в тебе, внутри. Ну и вот почему я вам показываю, наверное, есть какой-то подтекст или там подсмысл в моих роликах. Вот то, что я вам показываю. Прогулки по Риму, причем мирные. Я хочу Рим показать с точки зрения красоты. Я очень оптимистический человек в плане, скажем, этого дома. Я вам делаю и показываю, что можно это сделать. Я настолько устал жить в свое время в злости, в трудностях, что научился их преодолевать. Иногда просто искусственно создавал себе вот побороть страх. Говорю, что вот стояли тоже на службе возле пирса. Я особо не ходил там в моря, я служил на адмиральском катере. И вся моя задача была, чтобы катер был всегда готов. Надо было флаг на мачту поднять. Это высота пипец. И еще оно там наверху вот так вот шатается. Кто полезет? Я говорю, я. И вот ты через страх, через это держишься как обезьяна. Ты, по-моему, ногами аж цепляешься за те лестнички. А лестнички там простые железячки эти. Типа арматуры, приваренные к железной трубе. И да, страшно, но вниз смотришь, там все маленькие, тебя штормит, ты держишься, как я не знаю что. И в этом кайф был, какой-то адреналин. И вот я всегда, пройдя вот ту такую дурацкую жизнь, я ищу покой какой-то. Опять же, почему я это рассказываю, живя здесь на вилле, я просто балдею от этого покоя, от мира, от тишины, от того, что я убежал от той жизни, от того серости, понимаете? И когда мне говорят, вот, Украина хорошо, я не могу себе представить, мне очень сложно. Какой бы там ни был хороший Советский Союз, ну вот вы понимаете, что у меня в памяти?
И мне очень сложно полюбить ту жизнь, видя эту. И сейчас, да, когда начинаются вот эти все опять заварушки здесь, думаю, господи, всю жизнь я стремлюсь уйти в какую-то тишину, в какой-то покой, а работа, вы говорите, я мастер, специалист, да, это по-своему тоже способ. Таким способом я тоже борюсь с собой и лечу себя. Просто когда ты уходишь с головой в работу, погружаешься туда, это как бы тоже какой-то гипноз, что ли. Ты отвлекаешься от всего, от каких-то насущных проблем. У тебя работа, у тебя интерес в этой работе, ты получаешь, опять же, тот дофамин, модное слово сейчас, от того, что у тебя получилось. И получаешь радости от жизни, ну, любым способом. Ну и плюс, конечно, если оно еще и поддерживается материально, опять же, почти всю жизнь я прожил в какой-то бедности. Не мое это, вот деньги никак ко мне не шли. Хотя, опять же, поступил я в мореходку, тоже ради денег и тоже ради того, чтобы ездить или там ходить в море и заходить в какие-то другие страны и спокойно, официально, легально путешествовать. И зарабатывать я должен был классно, потому что, сами понимаете, ты в море ушел, и, кстати, то, что я люблю одиночество, для меня этот дом тоже как корабль по-своему. Ты ушел в море, пашешь, там, концентрируешь, ты не видишь, что там происходит. У тебя ни телевизоров не было, что-то, ни телефонов, ты вообще ноль, без понятия. Вот команда на корабле, эта тоска, конечно, ужасная, но тем не менее. Ты пришел с моря, тебе за 5 месяцев выплатили зарплату, а так как это рыбфлот был, то тебе еще и надбавки, там сколько рыбы поймали. И тоже важно было иметь знакомых, тоже там своя мафия была, что меня потом отпугнуло. То ли ты можешь пойти в дорогой рейс, то ли те же 5 месяцев болтаться там где-то на Минтае за копейки. Ну, Минтай ловить. Кто-то краба ловит, кто-то там какие-то крутые рейсы, а эти самые дешевые были. Поэтому я должен был тоже нормально зарабатывать. Не сильно напрягая, что я был механиком, ты должен просто сидеть на ЦПУ. ЦПУ вроде называлось. Ну, такой щит, и ты контролируешь, чтобы все механизмы работали. Что-то сломалось, идешь, профилактику делаешь, фильтры меняешь, там, такое. Нормальная работа была. Почему пошел механиком? Потому что я знал, что рано или поздно, наверное, я не буду всю жизнь в море ходить, и на берегу мне пригодятся эти знания, как механика. Почему я сам ремонтирую машину, почему я во всем могу разобраться здесь, потому что теоретическую часть прошел, какую-то практическую, в общем, такое. И вот так вот, поэтому, ну, на всякий случай я вам рассказал, так, может быть, больше поймете меня, почему я где-то нервный, почему я живу в Италии, почему я не очень хочу возвращаться в Украину. В Украине это тоже, я говорю, что я здесь работаю, я вспоминаю свою дачу, как была какая-то тоже такая жизнь спокойная. Ну, что дача? Дача, она приехал, уехал, а реальная жизнь, она все равно была дерьмовая. Кстати, и сам город, да, изменился. Поумирали эти наркоманы, алкаши, все как-то стало тихо, ну, если честно, стало скучно. Раньше-то было повеселее, ты выходил в город, о, привет, там куча, есть о чем поговорить, какие-то знакомые, какие-то движухи были. Сейчас все шустрые, опять же, либо поумирали, либо поуезжали, остались такие. Грусть, тоска. Ну и в заключение, в чем смысл-то этого всего? В том, что какая бы у вас бурная жизнь не была, вы всегда должны стремиться. Знаете, вот солнце всходит, и все холоднее и холоднее, блин. Не знаю, где моя кепка. И хотелось бы сказать такую мораль. Не бойтесь трудностей. Каждая какая-то трудность, не включайте страх. Включайте. Есть проблема, должен быть принцип, как у меня. Опять же, я не советую. Я говорю, что вот я пользуюсь такими способами. Есть проблема, надо решить проблему. Есть то ли между людьми, то ли, скажем, ситуации, сломалась машина, ремонт в доме. Просто решить проблему и жить дальше. Ничего, не надо никакого кипиша наводить. Как решить? Это уже другой вопрос. Если бы вы знали, сколько света вот хозяйка этого дома прошла этих этапов,
сложности. Я же это все не рассказываю, да я все и не знаю, много чего знаю, но это документы, это решение всяких мелких вопросов. Это ужас сколько много. У нее же здесь есть человек, которому она платит, она же по-итальянски не разговаривает. И этот человек все решает по телефону, связи эти все. Мы втроем все это обсуждаем, обговариваем и вместе в куче как-то решаем. Это очень сложно на самом деле, помимо тех работ, что я показываю. Поэтому стремитесь всегда к покою. Вы должны чувствовать себя уверенно. Для этого надо, да, чтобы было и здоровье, и какая-то информация. Опять же, я иногда дотрагиваюсь до этого. О, это политика, мы чуть ли не отписываемся, блин. Ну я же не баран, блин, чтобы ни на что не обращать внимания. Или там не дотрагиваться на канале этой темы. И еще раз вам скажу, напомню, самое главное, убивайте в себе ненависть, вражду друг к другу, которую нам сейчас все навязывают. Поймите, этому миру важно и нужно, чтобы вы разводились, не жили в своих семьях. Все так делается как-то мистическим образом, чтобы вы разводились, потому что поодиночке вы слабый. Самое потом страшное случится то, что я всю жизнь борюсь с той ненавистью, в которой я прожил. Я хочу ее убить в себе. И для этого мне нужны такие места, чтобы я чувствовал, был в покое в каком-то, чтобы я отвлекся, чтобы я почувствовал кайф между тишиной, мирной жизнью и той жизнью, в которой я прожил. Это непросто. И эти люди, которые потом вернутся с этих мест, их тоже всех лечить надо. И я вам даю совет. Те, кто все эти пройдут места, вы должны уехать потом на какое-то время. Вы должны поменять место жительства, потому что вы каждый день будете просыпаться, вставать, проходить по этому городу и помнить, вспоминать, что здесь происходило, и вы не сможете излечить себя. Вы не сможете работать, вы не сможете думать о прекрасном, о чем-то добром и созидать что-то доброе, пока у вас в голове будет вот этот вот бардак. Ну, представьте, а что с нашими будет людьми, которые вот это вот все прошли. И представьте, когда я уже за столько лет привык к этой тишине, к этому покою, как мне потом вернуться и, допустим, в том обществе жить, если у них все будут разговоры только об этом, это 100%. А еще и упреки мне какие-то будут. Это будет такая проблема, что вы себе даже не представляете. И я знаю, что люди зацикливаются. Даже вот если у вас есть какие-то там спортсмены, которые фанаты, там, качки, попробуйте с ним поговорить. С ним говорить не о чем. У него все забито в голове, вот этой, спортзалом, качаться, здоровье, что жрать, что не жрать, расписание. Это тоже поехавшие люди, как по мне. Поэтому все хорошо в меру. В меру работа, в меру отдых. Все как у меня на канале. Я не просто это так, какую-то дурку гоню. Я к этому дошел за свою долгую жизнь. И мне очень было непросто. Я при всех моих каких-то проблемах, для меня это рай. Стремитесь к этому, любите друг друга. Я не просто болтаю, лишь бы сделать контент, а я вам сегодня чуть ли не свою душу наполовину выложил. Ничего секретного, наверное, многие из вас тоже такое прошли. Я не говорю, что я какой-то уникальный. Кто-то больше, кто-то меньше. Но не каждый стремится к этому. Не каждый понимает, что надо не разъединяться, а пытаться найти что-то общее, какими-то минимальными советами, поступками, помогать друг другу. Дошли до того, что это уже надо делать искусственно, напрягаться, заставлять себя делать. И да, я себя заставляю, я беру телефон, смотрю весь список контактов, этого давно не слышал, я нажимаю, звоню. Потому я стараюсь отвечать на каждый комментарий, просто из-за уважения к вам. Ну, вы иногда мне пишете целую эту самую. Иногда я просто не успеваю. Да, я где-то бегу, я прочитал, но нету времени. Могу потом зайти, могу пропустить. Но, в общем-то, 80% я с вами вместе думаю и либо соглашаюсь, либо не соглашаюсь. Короче, у меня задница замерзла, я иду. Всем спасибо за просмотр. Пишите, что так, что не так. Все, пока, холодно. Вот солнце встает и просто дубак.